Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я хочу вам показать и подробно рассказать, как была связана такая замечательная шапочка. Что касается этой шапочки, вот смотрите, она красиво смотрится и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Почему? Потому что это двусторонняя резинка. Я думаю, она всем знакома, тем, кто вяжет. Поэтому очень такой красивый ходовой узор. У меня, кстати, на канале есть подробный мастер-класс митенок, которые связаны вот таким вот узором. Сейчас появится ссылочка сверху, можете перейти по ссылочке, если кого-то заинтересует. И это узор двусторонняя резинка. Смотрите, она красиво смотрится, как я сказала, и по изнаночной стороне, и по лицевой. Раппорт узора составляет 4 петли и 2 ряда. Если это круговое вязание, то первый ряд это 3 лицевые, 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. А во втором ряду 1 изнаночная, 1 лицевая и 2 изнаночные. Что касается поворотного вязания, оно немножко отличается. Я описание и кругового вязания, и поворотного оставлю в инфобоксе. Под видео в описании вы можете посмотреть, если кого-то заинтересует этот узор. Шапочка связана на обхват головы 55-57 сантиметров. Она носится в 2 отворота, поэтому длина ее составляет 38 сантиметров. В ширину 24 сантиметра. 24 сантиметра. И смотрите, она вот так вот тянется, потому что, во-первых, это резинка, во-вторых, это меринос. Стопроцентный меринос. Я вам сейчас расскажу, из чего она связана. Вот поэтому, если кого-то заинтересует, можете смело вязать на обхват головы 55-57 сантиметров. Что касается самого вязания этой шапочки, она связана, как вы видите, от самого начала и до убавления петель одинаково везде. У нас фиксированного отворота здесь нет. Единственное, что первые 6 рядов я вязала спицами номер 3. Спицами номер 3. Затем я перешла на спицы номер 3,25. И в конце, там где убавочки, я опять переходила на спицы номер 3. Что касается количества петель. Набирала я всего 112 петель. И набирала я эластичным способом. Что касается этого набора петель, сейчас появится ссылочка, вы можете посмотреть, как набираются петли эластичным способом. Это мой самый любимый способ, который, вы знаете, чаще всего я им пользуюсь. Он красиво смотрится по изнанке, кстати, и по лицевой стороне. И причем он эластичный такой. И, как я уже сказала, 6 рядов я провязала спицами номер 3. Затем перешла на спицу номер 3,25. И дальше шли убавки. Убавки у меня были выполнены за 5 рядов. Смотрите, вот эти вот косички, они все время сохраняются. То есть в первом ряду, вот если внимательно рассмотреть, убавки были вот эти вот между косичками у нас 3 петли. Между лицевыми петлями у нас 3 петли. И эти 3 петли в первом ряду, вот это вот даже видно, я делала 3 петли вместе изнаночной. Дальше шла лицевая, опять 3 петли вместе изнаночной, 1 лицевая. То есть между лицевыми у меня шла убавка 3 петель. Вот это вот 1, 2 и 3. И так вот до конца ряда. Второй ряд у меня была резинка 1 на 1, но тоже внимательно смотрела для того, чтобы, если лицевая, я провязывала лицевой, изнаночную провязывала изнаночной. Что касается третьего ряда, я провязала 2 петли вместе с наклоном вправо
4-й ряд то же самое, 2 петли вместе с наклоном вправо. И 5-й ряд, вот это вот я уже стянула иглой и заправила вовнутрь иголку. Вот так макушка смотрится по изнаночной стороне. Если присмотреться к вот этой пряже, смотрите, видно такие белая тоненькая ниточка. Значит, эта шапочка связана из пряжи Мондиал Супервул 50 грамм, 125 метров. Цвет 860 и партия 50. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня ушло больше 2 моточков. И я хочу отметить то, что у меня, вы знаете, везде это была у меня один и тот же цвет и одна и та же партия 50. Но если присмотреться, вот вы знаете, оно в конце, если вам будет видно, не знаю, самая такая вот эта вот макушка, она провязана, и цвет, вот оттенок, он даже отличается. Это уже когда я провязала полностью, я тогда увидела, что, оказывается, оттенок немножко отличается. То есть, конечно, ниточки были куплены в одно и то же время, в одном и том же магазине. И вы знаете, я, конечно, очень удивилась, потому что до этого времени мне такого не встречалось. То есть цвет одинаковый и партия даже одинаковая. А почему вот так вот произошло, конечно, непонятно. Так, значит, это у меня одна ниточка мериноса Супервул Мондиал и одна ниточка из этого же бренда Мондиал Китсета был Кит Мохер. Кит Мохер 70% супер Кит Мохер и 30% шелк. Ушел один моточек 210 метров, 25 граммах. Вес этой шапочки 132 грамма. Из них, смотрите, 25 грамм это супер Кит Мохер. 25 грамм ушел полностью моточек. И остальное меринос. Теперь, что касается метража. Для того, чтобы высчитать общий метраж, потому что, видите, у нас пряжа состоит из 2 ниточек, причем разный и метраж, разные и граммы, я пользуюсь следующей формулой. В этом китсете у нас 25 грамм, значит, в 100 граммах 840 метров. Что касается мериноса, у нас получается 250 метров в 100 граммах. Сейчас пользуемся формулой. Сначала вот эти вот цифры, метраж, мы умножаем. И то, что у нас получается, мы должны разделить на сумму этих же чисел. То есть 840 умножаем на 250, затем разделим на сумму 840 и 250. И у нас уже получится, я уже высчитала, 192,66 метров. Ну, округляем, это где-то 193 метра на 100 грамм. То есть у нас получается вот эта вот шапочка связана ниткой 193 метра в 100 граммах. В завершение хочу отметить еще то, что эта ниточка очень мягкая, очень нежная. Вязать из нее, конечно, одно удовольствие. Шапочка получилась действительно очень приятная и носится очень хорошо. Я буду очень рада, если вам эта информация была полезная. Нажимайте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Переходите по ссылочкам. Найдете еще что-то, может, интересное для себя на моем канале. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!